YouTube хана, особенно хана блогерам-моделистам. И на YouTube не осталось русскоязычных блогеров, рассказывающих о моделизме. А в этом видео я расскажу, как так получилось, к чему все это приведет и почему нужно делать блог о моделизме. Даже смотрит на модель, разбивается мечта. Видео не будут здесь, грусть окутала ее. Клей кисти в сторону, моделист покинет дом. Идет 2020 год, это пандемийный год, и в марте я начинаю вести свой блог о моделизме. Всем привет, меня зовут Даша, и вы на моем канале. И сегодня мы будем собирать танк. Эта идея ко мне пришла не на пустом месте, ведь на YouTube на тот момент было довольно много мощных авторов с приличной аудиторией и даже качественным продакшеном. И я вдохновлялась их видео и тоже решила включить камеру. И на тот момент в моем личном топе были Art Models, AF Studio и Игорь Седых. И вот спустя 4 года их нет на просторах интернета. А эти каналы были для меня своего рода ориентиром. В процессе роста моего канала я все время сравнивала количество подписчиков и просмотров именно с ними. И мне хотелось как-то отличаться от них. И вроде бы их надо было бы считать моими конкурентами. А я вышла на рынок, и по законам капитализма конкурентов ведь надо как минимум опережать. Так и случилось. Почему-то все эти каналы перестали выходить в эфир. Если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получите. Есть грех. Обрадовался. Не по-христиански это было. Ну, в общем и целом, я был рад. Есть китайская мудрость. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо проплывет труп твоего врага. А труп в фигуральном смысле проплыл и не один. Но лучше от этого мне точно не стало. Я давно наблюдаю за платформой, о которой мало кто из блогеров почему-то знает. И платформа называется Perfluence. Ребята уже 2 года номер 1 на рынке по выплатам блогерам. И блогеры заработали с ними более 5 миллиардов рублей в совокупности. И при этом даже начинающий блогер может сотрудничать с крупными брендами. Нужно иметь всего лишь 1500 подписчиков. Проектов на платформе уже более 200. И все от крупных известных брендов. И сейчас действуют специальные условия. Вы получаете 250 рублей, если сделаете публикацию на любом проекте в течение 2 недель с момента регистрации на платформе. Качайте приложение Perfluence по моей ссылочке в описании к видео и используйте мой реферальный ключ при регистрации и начинайте зарабатывать. И причем, что любопытно, тот же Игорь Седых, например, даже светился на провластных каналах, например, у Гоблина. Так что, как минимум, это могло дать ему новую аудиторию. Но что-то пошло не так, и он вышел из борьбы. И он лишь попытался добавить сексуального контента в свои видео. И я не шучу. Он думал, что секрет прост. Надо добавить девушку на превью, и просмотры начнут расти. Но не так это работает. Да, я даже сама проверяла. И спустя какое-то время ушел и AF Studio. У них была очень интересная концепция с приглашенными гостями. Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здравый люд. И это не давало замылить внимание перед зрителями. И они прогорели на желании срубить бобра. Бобр, курва! Но они погорели на желании срубить бабла. Ну а финал их карьеры заключался в попытке сделать OnlyFans для моделистов с пузатыми дядьками. Уважаемые друзья, информируем вас, что на нашем канале появилась спонсорская подписка. И, видимо, такая бизнес-модель не сработала и не нашла спроса. Хотя при желании можно было бы сделать это более адекватно и как-то монетизировать зрителей. И в итоге коллектив распался, и хвалить магазин Arma Models им стало просто некому. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А Art Models продержался дольше всех остальных моих коллег. Но видео у него на канале не выходит уже около года. Пару месяцев назад у него был анонс нового видео, а решение о закрытии возможности монетизации для россиян, видимо, изменили планы автора на продолжение YouTube-карьеры. Ну а пока по абсолютным показателям количества подписчиков именно Art Model занимает первое место. И неужели партнерская программа от YouTube способна так сильно влиять на мотивацию автора? И еще один фактор, который способствовал уничтожению блогерства о моделизме на русском языке, это решение мудрых политиков. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Ведь что-то произошло в 2022 году, и многие украинские авторы внезапно перешли на мову. Блядь, світло пропало. Наступні 3 переможці отримують дизайнерський виріб від ливарні майбутнього.
И оказывается, что в русскоязычном пространстве была целая плеяда довольно успешных и интересных блогеров из Украины. Среди них можно выделить, например, Ник Стенкса, а также Катихона и какого-то волосатого парня из Запорожья, который собирает донаты как бы на армию, ну, видимо, для себя. И эти ребята перешли на свой государственный язык и, естественно, потеряли большой кусок русскоязычной аудитории. И алгоритмам YouTube это не понравилось. Они посчитали, раз постоянная аудитория перестала смотреть видео, значит, канал стал неинтересен, и не надо рекомендовать контент с этого канала. Да, у YouTube такие алгоритмы, поэтому некогда успешные и интересные каналы начали скатываться вниз. Некоторые из них, как Ник Стенкс и Катихон, вообще прекратили свою деятельность. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. А с другой стороны фронта был блогер мясистый моделист. И, кстати, на его канал перешли гости-беженцы с AF Studio. И, кстати, сам мясистый моделист вроде бы за правду. Только эту правду он не может озвучить на YouTube, видимо, чтобы не злить алгоритмы, и у него работает самоцензура. А видео выходит у него редко, и это тоже не нравится YouTube. А сам Дима строит успешно свою карьеру и даже снимался в одном успешном фильме про Крым. И в итоге что мы можем наблюдать? Авторы про моделизм уходят с YouTube, и площадка решает, что эта тема вообще не интересна, и меньше рекомендует видео с других аналогичных каналов. Да еще и не знает, кому рекомендовать, ведь ниша сдувается. А меня как-то давно админы коробки обвиняли в том, что я краду их хлеб, отнимаю у них аудиторию. Но прикол в том, что это работает совершенно иначе. Наша ниша очень узкая, и контента в ней мало. Разобраться в том, для кого нужна эта ниша, алгоритмы YouTube, да и других площадок не могут. И вывод: нужно больше контента просто от разных авторов, чтобы YouTube понял, что это такое. И это парадоксально, но мои конкуренты мне даже не конкуренты, а наоборот, они даже помощники. И у меня был случай. Я готовила пару лет назад видео о новинке от звезды УАЗик-буханки в 35-м масштабе. Это действительно была долгожданная модель. И пока я делала видео, меня опередил мясистый моделист, и он выпустил видео буквально за пару дней до моей премьеры. И причем его видео за пару дней набрало 50 тысяч просмотров. И это очень мощно для такой нишевой темы, как хобби и моделизм. И мне тогда уже было опустились руки, но я все равно выпустила это видео про эту же буханку. И представляете, за неделю оно набрало уже больше 200 тысяч просмотров. И эта тема, в принципе, одна и та же. То есть те, кто смотрел видео у мясистого, посмотрел и мое видео. И YouTube также порекомендовал это видео другим моделистам, и не только. И это вроде бы не очень логично. Зачем смотреть два видео от разных авторов на одну и ту же тему? Но оказывается, все работает совершенно наоборот. И также на интерес к теме влияют и внешние факторы. Все знают, что моделизм – это в основном мужское хобби и, наверное, для людей от 30 лет. Причем, как правило, именно мужских профессий. И угадайте, где сейчас востребованы эти люди. И я думаю, что видео о моделизме для них сейчас не актуально. Что самое страшное, что с загублением сообщества авторов может погибнуть и как минимум или сократиться сам моделизм как хобби. А проблема в том, что мелкие и средние производители буквально им негде рассказать про свою продукцию, кроме как в интернете. И что самое сложное, им нужно же не только продемонстрировать свою продукцию, но и показать, как ей пользоваться. И при этом желательно зацепиться как можно за более обширную аудиторию. И нигде, кроме как в ВК или в YouTube, это сделать нельзя. Например, журнал М-хобби покупают только те, кто уже в хобби, а наткнуться на него случайному человеку даже, я бы сказала, невозможно. А в YouTube наткнуться на видео про моделизм случайный прохожий может. И самое главное, есть вероятность, что этим хобби человек заболеет. В хорошем смысле этого слова. Так что некий неутешительный итог у нас получается. Со смертью YouTube-блогинга есть вероятность снижения интереса к хобби со стороны больших масс. Это повлечет за собой снижение ассортимента от производителей, снижение как качества, так и количества, и еще более закрутит спираль снижения интереса к моделизму. А что я пока продолжаю свою работу. Я нашла способ монетизировать хобби без партнерских программ YouTube. Почти каждая моя модель, которая выходит на канале, делается на заказ, так что по факту заказчик модели оплачивает видео для всей аудитории. Плюс у меня скопилось большое количество запасов моделей, и пока я все их не соберу, прекращать свою деятельность я не собираюсь. Быть может, и труп YouTube проплывет мимо меня, и мы встретимся в будущем на более приятной платформе. А пока смотрите мои видео на всех возможных площадках.
Например, в ВК, Рутюбе, Ютубе, Одноклассниках, Дзене. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.